Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал у меня в Канаде. Сегодня в видео мы будем чинить вот этого вот пациента. У меня немножко сломалась машина, поэтому будем ее стараться реанимировать. Вот, надеюсь, что получится все это сделать. В общем, суть такова, что у меня, когда при повороте руля, у меня очень сильно гудит насос гидроусилителя. Вот, то есть, собственно говоря, проблема, я уже посмотрел в ютубе, проблема может быть из-за уплотнительного кольца, из-за уплотнительной резинки, которую нужно поменять. И также, если не поможет, в первую очередь это нужно было проверить жидкость. Жидкость я проверил, она в норме, то есть все нормально. Поэтому будем это устранять. По поводу цены, кольцо и уплотнительное это нашел за $7 на Амазоне, плюс доставка 4, то есть получается $11-12. Жидкость пока не заказывал, посмотрим. Хочу только поменять кольцо и посмотреть, изменится ли, то есть проблема в кольце или нет. Но я решил не заказывать кольцо на данный момент, потому как я спросил на работе у хозяина шапа, и у него есть набор, есть такой кит. Он продается, на самом деле, я видел такие на Амазоне, от $15. То есть, на самом деле, прикиньте, вы за одну резинку платите 7, с доставкой 11 получается. Но если вы закажете кит, это типа набор такой большой с резинками, то он получается за 15 и за $20. Ну, типа 2 раза дороже, но зато у вас в 50 раз больше резинок, и они разного диаметра. Вот, я заказал, точнее не заказал, я спросил на работе такой, и оказалось, что у моего хозяина есть такой. Вот он так вот выглядит, ребята. O-ring называется, Seal O-rings. Вот, тут любой диаметр. Вот, поэтому будем использовать, будем пробовать подбирать. Поэтому на данный момент я сейчас буду все разбирать. Вряд ли я смогу вам записать, то есть тут ничего особо интересного. Там просто болт откручивается и достается шланга, меняется резинка и назад вставляется эта же шланга с болтом. И все. То есть по идее ничего не должно пойти не так. Вот. Но вы знаете, всегда бывает все по-разному. Поэтому посмотрим. Поехали в работу. Мне не ждется уже приступить. Надеюсь, что все получится. Полетели. Сейчас я вам продемонстрирую звук. Вот у меня сейчас на данный момент работает двигатель. Когда я начинаю прокручивать рулем, то вы слышите этот звук. Сейчас посмотрим, что у нас получится исправить. Тихо. Поехали. Так, ребята, естественно, не обходится у нас и без проблем. Получается так, что мои резинки не подходят, те, которые у меня есть набор. Ну как, одна из них подходит, но она тоньше. Я ее попробовал, я туда вставил, запустил автомобиль, было все нормально, была тишина, но потом, после того, как я несколько раз прокрутил руль, я опять начал слышать намного лучше уже звук, да, он более тише стал, но все равно он присутствует. И также я заметил то, что в моем резервуаре, куда я добавил жидкость, там внизу как бы появился мусор. Ну, фильтр там стоит. И вообще, по хорошим делам, фильтр нужно заменить. Точнее, заменяется сам бачок, и в бачке уже установлен фильтр. Соответственно, сейчас еду, смотрю, но проблема в том, что в Канаде очень тяжело как-то с запчастями, их всегда нужно сдать, их никогда нет у них в наличии. Даже на такие популярные, это самая популярная модель Honda Civic. Даже на такие модели приходится ждать неделю-две. То есть я видел, на Амазоне есть доставка неделя. Вот в магазинах, которые занимаются запчастями, тоже нужно ждать неделю-две. То есть это такой полный бред, который просто капец. Я сейчас беру другую Хонду, моего хоста, ну она одинаковая, просто что она на автомате. Еду в несколько магазинов, поспрашиваю за бачок и поспрашиваю за жидкость. Ну и спрошу за резинку. Возможно, у них будет, я просто на месте куплю. Но я уже за резинку спрашивал, мне сказали 2 недели ждать. На Амазоне заказываешь, через неделю приезжает. Ну то есть как-то вообще. Вот, так что погнали. Там видно будет. Сейчас что найду, что не найду, все покажу. Так, я приехал в Canadian Tire. Здесь, по идее, должны быть. Здесь есть автомобильный отдел, в котором можно будет сейчас спросить, есть ли у них или нет. Но, честно сказать, я не питаю большие надежды на то, что я найду резервуар сегодня. И, скорее всего, что я просто куплю сегодня жидкость, которую залью в гидроусилитель.
а после уже закажу на Амазоне вот этот сам резервуар, сам бачок, который я потом просто поменяю и залью опять-таки, наверное, скорее всего, новую жидкость. Посмотрим. И также я взял резинку, может быть, у них есть вот такая вот. Вот это моя оригинальная резинка. Возможно, у них есть резинка, и тогда я поставлю оригинальную. Я уже на авторяду. Вот. Здесь есть всякие жидкости. Здесь, скорее всего, будет моя жидкость. Я сейчас пойду к консультанту, все спрошу, потому что здесь ходить, бродить будет долго. Вообще хороший магазин. Ну, то есть, если вам там нужно, если у вас украли аккумулятор, то вы придете и купите его. Если вам нужно масло, то вы тоже, в принципе, купите. Но, говорю, такие мелочи, вот, кстати, мафлеры, да, прогоревшие резонаторы. Вот, то есть, есть такие вещи. Но вот, допустим, вот такие вот трудно найти. Сейчас посмотрим, что нам скажут. Фильтры, кстати, есть, я тоже тут покупал. Масляные или воздушные. Ну и по мелочи фары. Ну, всякая атрибутика. И диски шины. Цена на мое масло 27,99. Вот, получается, на Honda, Acura, Toyota и Lexus. Но прикол в том, что, допустим, вот на BMW, Mercedes, на Volvo и на Porsche цена такая же. А на Chrysler и Ford цена 20. Как-то несправедливо, то что на такие фирмы, на такие бренды, более дорогие, цена жидкости такая же. И еще есть такой прикол, то что вот есть тоже такая же жидкость, тоже для гидроусилителя. Она стоит $10. Но прикол в том, что банки, если вы заметите, они вообще идентичные. Они просто одинаковые. Вы видите? И меня мучают смутные сомнения по поводу того, что вот это может стоить 28, а это стоит 10. Дело только реально в этикетке. Вот, 100%, вы видите? Тут так. Здесь вот то же самое, один в один. Сейчас меня мучают смутные сомнения, что же мне купить. Пока едем в другой магазин, посмотрим, еще спросим там. Там видно будет. Движ какой-то. Что это было, не знаю, но прикольно. Так, приехал во вторую точку с запчастями. Смотрите, что тут стоит. Шелби, Мустанг. Тоже приехал с запчастями, поломался пацан. Ладно, пошлите. Подбирать резинку. Здесь у них вроде как есть резинки. Я им звонил только что, сказали, что приезжай, подберем. Они типа по $2 стоят. Так что нормально. Ладно. Погнали смотреть. Так, ну что, у нас есть маленькая победа. Я нашел масло в одном из магазинов. Вот такое вот, оно специально для Honda. То есть получается, в Canadian Tire я нашел 900 мл за $28. Оно бы мне обошлось $30 за 900 мл. Здесь же я нашел по $7 за банку. Я купил их 3 литр 50 грамм у меня. По поводу резинки, по поводу вот этого вот резинки, собственно говоря, которую я ищу, мне сказали, что они могут заказать, это второй тоже магазин, я уже подъехал, они могут мне заказать, и приедет резинка в понедельник, то есть через 3 дня. Но ее стоимость $20. А резервуар они тоже мне нашли, стоимость $50. То есть получается так, что в целом мне этот ремонт выйдет $100. Плюс, если я закажу резервуары, закажу резинку. На данный момент, что я решил, что мы делаем? Я сейчас возвращаюсь назад к моей Хонде. Я ставлю резинку, которая не подходит на 100% с моего того кита. И я еще думаю поставить туда 2 резинки. Посмотрим, как оно будет. Потому как когда я одну поставил, оно немножко пропускало. И звук был. То есть оно пропускает воздух, и от этого идет у вас звук. Поэтому я поставлю 2, послушаю, как она работает, и покатаюсь, получается, до понедельника. Если же ничего не улучшилось, и она будет по-прежнему гудеть, то тогда я просто в понедельник им позвоню, закажу себе резинку, и еще попробую найти резервуар подешевле, потому как я на Амазоне находил их по $24, что такое, ну, типа 50, как-то дофига. Поэтому буду искать. Нагревает. Ну, ничего. Ладненько, поехали, возвращаемся назад и продолжим, покажу вам, что получилось.
Так, ну что, друзья, момент истины, давайте запустим. Я уже все поменял, сейчас вам покажу, что я сделал. Собственно, я вернулся к своему старому бачку, разобрал его, точнее, я отсоединил вот этот шланг и отсоединил вот этот шланг, где, собственно, вот здесь у меня стоит резинка, которая была и проблемой всех бед моих. Я разобрал, точнее, снял вот этот бачок, я его промыл, прочистил вот различными клинерами, которые у меня были, продул его и затем поставил его назад. И, собственно говоря, вот сюда, вот сюда вот я тоже вставил вместо одной резиночки две с моего набора. Вот мой набор. Еще раз покажу его. И я вставил две вот такие вот тоненькие резиночки. Потому как я выложил уже свою оригинальную резинку, она уже дома у меня лежит. Собственно, там резинка вот примерно вот такой толщины. Поэтому, чтобы добиться той же толщины, мне пришлось положить две. Я вложил туда две резинки, и так как я слил вот такую вот жидкость, и как вы видите, там внутри, видите, сколько песка. Естественно, я такую же жидкость не хотел уже наливать, и, собственно говоря, поэтому я купил себе новую жидкость и залил туда ее, вот эту вот, свою купленную. Залил я буквально чуть-чуть, половинка где-то, потому что, естественно, жидкость вся в системе. То, что я по факту залил то, что мне оставалось в бачке. Но, тем не менее... Возможно, в будущем я промою эту систему. Ну, посмотрим. Я хочу поездить, посмотреть. Если проблема уйдет, если все будет работать отлично и будет тихо, то оставим пока так. Вот. Если же будут какие-то проблемы, то я просто куплю наново бачок и прогоню уже по системе новую жидкость, так как она у меня уже есть. Вот. И все. И, возможно, закажу туда оригинальную резинку. Так, ну и момент истины. Давайте запустим и послушаем, как вообще изменилось. Где ключи? Они здесь. Секундочку. Кстати, даже на механике здесь нужно выжимать обязательно сцепление, чтобы машина запустилась. Так, ну и на данный момент я слышу, что тихо. Выворачиваем колеса. Тишина. Да, все тихо. Супер! Ну что, мы это победили. Мы это победили, друзья. И я не могу быть не рад этому. Фух, ну наконец-то. Все получилось, все удалось. Цена вопроса на данный момент мне вышла $23, по-моему, там с чем-то я купил жидкость. Но опять-таки у меня две бутылки остались. Вот, поэтому поезжу пока сейчас так, как есть. Я здесь тоже опять-таки попшикал клинерами, чтобы было видно, если будет течь. Также я вот там на подрамнике попшикал все. Тут, конечно, грязь. Я должен был что-то подстелить, и я не думал, что тут прям такой ужас будет. Поэтому специально есть порошок, который я сейчас положу сюда, и не будет видно на асфальте следов масла. Потому как вы видите, у всех все чисто. Один я тут колупаюсь, и вот такое вот дело. Так делать нельзя в Канаде, поэтому нужно будет убирать это все. Вот, собственно говоря, вот так вот. Так что, в принципе, все удалось. Есть еще один момент, который я хочу устранить по Хонде. Это задние фонари. Я вам сейчас покажу, точнее, не их устранить, а через вот эти вот фонари задние пропускают воду в багажник. Вот, то есть у меня изначально были проблемы, я думал, что здесь проблемы, я их замазал герметиком, но нет, скорее всего, что заливает воду в багажник непосредственно от этих вот фар, потому что у меня внутри сыро, и иногда даже бывает, если дожди идут прям так, день-два, то у меня так бывает, что лужица собирается в багажнике. Вот, поэтому я это все дело устраню. В ближайшее время, не знаю, может покажу, может быть нет, подсниму. То есть ничего такого опасного нет, ничего тяжелого. То есть вы просто разбираете фару. Здесь просто нужно кожух снять сзади. Снимается фара, там есть тоже уплотнительная резинка. Вы снимаете эту уплотнительную резинку и туда просто проклеиваете герметик. На эту же резинку накладываете таким тонким слоем и возвращаете все на место. И тогда фара прилегает плотно, и, соответственно, в нее вот сюда в щели не заливает вода. Вот так вот, друзья, вот так вот проходит моя суббота, прекрасная суббота, но самое главное, что все получилось. Вот, я рад и счастлив. Вот, надеюсь, вам это видео понравилось, вы хорошо провели время, поэтому не забывайте подписываться на канал, впереди очень много интересного. И до скорой встречи. Всем пока!